Всем привет! Меня зовут Аня, и сегодня я к вам пришла с видео о том, какие же подарки можно сделать вашим друзьям, знакомым, близким людям на Новый год. Каждый раз я не знаю, что же подарить близким, хотя это повторяется всегда, просто каждый раз перед Новым годом. Это как ты не готовишься перед сессией, потом ломаешь голову, почему это опять случилось, ведь я уже как бы 4-й год учусь, и такая же ситуация с Новым годом. Поэтому я сегодня села и расписала все идеи, все, что пришло в мою голову, какие же подарки можно сделать. Их получилось 50 штук, поэтому давайте начнем. Кстати, я их еще разделила по разделам. Разделов получилось 6. Вы можете посмотреть в комментариях, в описании видео я не знаю, как это называется. В общем, вы можете кликать на них и переходить на нужные вам разделы. Давайте начнем. Первый раздел называется «Одежда и аксессуары». Это, наверное, самое явное, что может прийти в голову. Первое — это большой и теплый шарф. Я буду еще сюда вставлять такие референс-фотографии, на которых вы можете посмотреть, и, возможно, если вы не поймете, что я имею в виду, понять из этих фотографий. Да, большой шарф, мне кажется, это самый идеальный подарок на зиму вообще, не только на Новый год, потому что вот холода, вы понимаете, да, именно такой вот огромный шарф, который закрывает пол лица, такой мягонький, шерстяной, или же еще с какого-то другого материала. Далее это уютный свитер, который надеваешь и чувствуешь себя просто дома. На холода это самое то. Потом мне идет худи, удобный худи, то же самое, что и свитер, просто кому что нравится. Главное, что он был такой тепленький, такой удобный, комфортный, который ты надеваешь, когда ты, допустим, заболел, да, ну есть же такое, вещи, которые ты надеваешь только когда ты болеешь. Допустим, мне нравится вот этот свитер, потому что он такой вот мягенький, плюшевый, и когда я надеваю, мне как-то уютнее становится. Ну, примерно вот такие вот. Далее идут носочки плюшевые, такие мягонькие, чтобы носить дома, чтобы было как-то уютно. Также это теплый плед. Плед, кому не понравится плед? Главное, чтобы он не был какой-то дурацкой расцветки или там какими-то дурацкими принтами. Что может быть идеальнее, чем укрыться пледиком, там заварить себе чаек, посмотреть дорамку перед сном. Это просто идеальный сценарий. Следующий пункт немного посложнее. Это кроссовки. Кроссы — это всегда хороший подарок, но нужно будет знать размер, нужно будет знать предпочтение человека. Если вы знаете, то вперед. Следующее — это крабики, это резинки, какие-то аксессуары, да, если у кого-то там длинные волосы. 8-е — это чехол для ноутбука, для телефона, для наушников. С этим вы точно никогда не прогадаете. Плюс они вообще дешевые, можете там в Wildberries заказать или на Алиэкспрессе, если вы сейчас начнете искать, то как раз приедет к Новому году. И последний пункт — это рюкзак. Это шопер, либо сумка. Опять же, зависимо от того, что нравится человеку. Следующий раздел у нас — это косметика. Я бы не стала дарить человеку, которого я особо не знаю, предпочтений которого я не понимаю, допустим, какую-то помаду, либо румяна, потому что нужно знать там цветовой тип человека, какие-то предпочтения в брендах, но если вы знаете, то это будет очень крутой подарок, потому что косметики никогда не бывает мало. Следующее — это спрей-сыворотка Mist. Мне кажется, это тоже, опять, я очень много раз сказала, тоже идеальный подарок для зимы, потому что вот когда ты заходишь с улицы, у тебя все лицо красное, такое сухое из-за холода, и когда ты наносишь этот мист, кожа оживает наконец-то. И, наверное, это предотвращает какие-то преждевременные морщины, наверное. 12-е — это SPF крем. У меня нет, кстати, SPF крема, у меня закончился, нужно будет заказать. Хорошие SPF крема. Еще хорошие SPF кремы довольно дорогие. Любой человек будет рад такому подарку.
ведь SPF-крем наносится не только летом, но и зимой. Это не прям такая косметика, но я тут написала крем для рук, вот такой красивый, ароматический, чтобы там ты наносила, о май гад. А также это крем после душа, да, также лаш-бомбочки, бомбочки от лаш, которые именно для ванны. И последний в этом разделе это расческа Tangle Teaser, это такая массажная расческа. Мне кажется, все знают. Следующее это техника, раздел техника. И открывает этот раздел робот-пылесос, о котором я говорила в фаворитах 22 года. Это было позапрошлое видео, кажется. Это довольно дорогой подарок, но если у вас есть средства есть, то вы можете такой сделать подарок. Нужно будет хорошо покопаться, нельзя дарить дешевый робот-пылесос, потому что он будет просто бесполезным, он будет очень шумным, он будет разряжаться каждые 5 минут, поэтому вам нужно будет сделать хороший ресерч, да, поискать и выбрать качество, цена, подарок. Следующий подарок это увлажнитель воздуха. Для зимы это самое то, когда кожа сушится из-за постоянно включенных батарей. Ну, вообще, как правило, зимой кожа очень сухая, в отличие от лета, поэтому летом покупают сушитель воздуха, не знаю, как это называется, а зимой увлажнитель воздуха. Далее что-то банальное, но всегда нужно, если у человека, допустим, нет, то это, возможно, будет хороший подарок. Наушники, Apple Watch, если человек, допустим, занимается спортом, ему нужно измерять там свою... Что там измеряют? Что там они измеряют? Сердцебиение и так далее. Электронная книга, если человек любит читать. Лучше не дарить человеку, который немного читает. Далее это фотоаппарат. Да, любой фотоаппарат, допустим, какой-то Instax, либо же, что я написала, одноразовые камеры, о которых я говорила тоже в этом видео, фавориты 22 года. Если же человек любит снимать, например, я, то этот человек будет очень рад штативу. Этот человек будет очень рад там кольцевому освещению, кольцевому свету. А есть еще вот такое-то, как это, я, в общем, найду название, я только сейчас придумала, такой вот держатель типа штатива, но штатив, допустим, предназначен именно для прямых таких поверхностей, а вот эта вот штучка, она предназначена для всего. Да, ты можешь прикрепить куда угодно, к забору, к кровати, к двери, и телефон или там камера будет прекрасно держаться. Если человек работает с большими файлами, то он будет очень рад хард-диску, какой-то памяти дополнительной. Это тоже очень дорого, но это очень ценный подарок. Также переходник, допустим, у меня Mac, и мне сложно, допустим, я не могу подключить USB. Могу только Type-C подключить, карту памяти я тоже не могу туда вставить. Следующий раздел, всем любимый, это сертификаты, который избавляет от муки выбора. Первый вариант — сертификат на спа, на массаж. Я, кстати, недавно сходила на спа-массаж. Да, это было как бы 2 в 1. Это было просто чудесно. Такой релакс. Второе — это сертификат на мастер-класс, допустим, по лепке, по рисованию, по готовке, флористика я тут написала. Дальше это курсы какого-то иностранного языка, сертификат на любимый магазин. Я не совсем одобряю, лично я сама ничего не говорю, может кому-то такое нравится. Лично я такие подарки считаю немного бездушными, вот именно сертификат на Летуале. Вот, держи, иди на Ривгош. Но, как дополнение, мне это кажется круто. Допустим, мне недавно сестра подарила сертификат на мой просто самый любимый магазин, это Home Stories, куда я просто готова каждый день ходить, и я была безумно рада такому подарку. Либо же на Золотое яблоко, кто не обрадуется такому подарку. Сертификат на Золотое яблоко. Очень просто,
И человек как бы тоже рад, он может выбрать, купить всякие ништячки, косметику всякую. И последнее в этом разделе — это поход к психологу. Поход, визит, не поход, а скорее всего, запись к психологу. Если человек, опять же, планировал, хочет, но ему кажется, что это дорого, для них такой подарок будет просто прекрасным началом чего-то нового. Потихоньку мы приближаемся к концу. Предпоследний раздел — это хобби. Музыкальные инструменты. Укулеле очень популярный подарок, был и 5 лет назад, и сейчас, потому что это не такой сложный инструмент, как гитара, и можно на нем очень быстро научиться играть. Гитару можно подарить, калимбу. Кстати, в последних видео я вставляла музыку, фоновую музыку инструмента калимба. Это так красиво, оказывается. Я сама особо не понимала, что это за инструмент, потом я нашла и просто влюбилась в этот инструмент, и, наверное, я когда-нибудь сама себе такое же куплю. Можно же еще как-то украсить, да? Далее это какой-нибудь музыкальный альбом любимой группы, любимого артиста, либо же какой-то мерч. Я была бы супер рада такому. Блин, я недавно заказывала, хотя нет, где-то 2 месяца назад заказывала музыкальный альбом своей группы, любимой группы Соня Щиде, но еще не получила. Так грустно. Следующее — это книга. Книга, у каждого человека есть какой-то свой любимый жанр. Если вы знаете, то книга будет тоже хорошим подарком. Далее это раскраска антистресс. Кстати, у меня была такая раскраска. К сожалению, я выкинула, потому что она не смогла поместиться в мой багаж, когда я прилетала скорее в Россию. Но это были прекрасные вечера, когда я зажигала свечи, доставала этот антистресс раскраску, своими карандашами что-то рисовала. Далее это канцелярия, всякие ручки, всякие эти наклеечки, блокнотики. Также DIY наборы, мне кажется, тоже хороший подарок, экспириенс. Допустим, набор для создания свечек своими руками. Я это увидела в Алиэкспрессе, была в шоке. О, такое существует, и тоже хотела попробовать. И последний раздел, который я никак не знала, как назвать. В итоге он носит название «Для домашних вечеров». Насколько это для домашних вечеров, решать вам, но давайте мы начнем с наборов чая. Мне нравится еще каждый раз выбирать под настроение. Также зерна кофе, вообще кофе в каком-то виде, если у человека есть кофемолка, то есть опять же зависит от того, нравится ему это или нет, либо же можно подарить цикорий, это заменитель кофе. Витамины. Я, кстати, так много потратила на витамины, на все эти БАДы, лекарства. Я лечусь. Я об этом говорила в видео про... Да, я говорила, это видео работа над собой, я просто потратила целое состояние на эти витамины, хотя до сих пор я совершенно не вижу в себе никаких изменений в своем самочувствии. У меня даже вчера была температура, непонятно из-за чего. Сейчас я чувствую себя как огурчик. В общем, это очень странно. Надеюсь, что через полгода это все станет более-менее понятно, действует это все или нет, но я правда очень много потратилась, потому что витамины стоят дорого. Да, поэтому, допустим, коллаген подарить человеку, мне кажется, никогда не будет лишним, это же для кожи, для упругости кожи. Витамин D зимой подарить, блин, кто не будет рад витамину D? Следующий вариант — это свечи, мне очень нравятся свечи. Далее это лампа солевая. Кстати, у меня нет такой лампы, но они всегда у меня выходят в рекомендациях. С эффектом заката, вы видите, кстати, у меня сзади, я тоже говорила об этом в фаворитах. Это очень дает много вайбовости вечерами. Следующий вариант довольно дорогой покупки — это ортопедическая подушка. Блин. Да, это, наверное, та проблема людей 20+, когда ты уже начинаешь задумываться о своем здоровье, что ты не вечно будешь жить, и хочется прожить свои эти годы
качественно. Следующий вариант подарка — это постельное белье человеку, который живет один. Вот когда я жила в общежитии, там с родителями, я никогда не понимала прикола в том, почему, вот, допустим, мои родители очень радуются постельному белью. Ну, думала, ну не знаю, как-то странно. А вот сама я переехала и сейчас понимаю, насколько это важно. Постельное белье, там оно не портится со временем. И хорошо вот менять, да, каждый раз. У меня сейчас всего лишь 2 набора постельного белья. Я бы хотела иметь побольше, но в то же время хочется, чтобы материал был такой качественный, они дорогие, блин, хочется еще там хорошей расцветки, чтобы не было всяких тупых расцветок и рисунков. В общем, это сложно, ребята, поэтому постельное белье, блин, это идеальный подарок для человека, который живет один, ну, живет отдельно, как бы, живет самостоятельно. Назовем это так. Также это то, что сделано вашими руками, там, допустим, та же чашка, носочки, которые вы сами связали. Это все равно будет ценно именно тем, из-за того факта, что вы сами сделали это, что вы потратили на это время, на свои деньги, какие-то ресурсы, вы думали об этом человеке, это же так круто. Посуда всегда хороший вариант. Если бы мне подарили посуду, какую-то тарелку, да, то я была бы довольно придирчивая. Что если не подойдет под стиль моей кухни? А что если он будет какого-то яркого флуоресцентного цвета, так говорят, да? Какого-то неонового цвета, я же таким не пользуюсь. Приближаемся к концу. Следующее — это красивый календарик. Ну, на Новый год что дарят? Календари обычно дарят, или же сами же покупают, чтобы там следующий Новый год был с этим календарем. Но вот не такие огромные, да, какие-то безвкусные, а красивые календарики, которые можно использовать еще потом, после того, как ты уже прожил тот же январь-февраль. Допустим, есть такие календарики красивые, минималистичные, а с другой стороны есть какая-то картина. Январь закончился, ты просто перевернул и приклеил на стену, и у тебя уже какой-то рисунок Анри Матисс. Предпоследний — это фотоальбом с вашими воспоминаниями вместе. Это же так круто. Мне когда-то девочки, мои подруги, дарили на... Сколько мне было лет? 21? Кажется, мне было 21 или 20. В общем, они подарили такой красивенький фотоальбом с нашими фотографиями. Я была в шоке. Это очень хороший подарок. Тоже DIY подарок, который будет ценен с самого факта того, что люди потратили на это свое время. И последний вариант — это адвент-календарь. Что такое адвент-календарь? Это когда, допустим, вот с 25-го, вот с Рождества, да, католического, ну, с любой даты, в принципе, вы даете какую-то коробочку, и там вот эти даты, 6 дат, 25, 26, 27, по 31, и каждый день человек просто открывает эту вот коробочку, и там мини-презенты маленькие. Это же так просто мило, я такое делала родителям. Это не была коробочка, это были такие... я просто вот эти подарки упаковала и положила под елку. Очень хотела сделать так, чтобы они почувствовали себя на миг детьми, которые каждый вечер ждут. Открываешь подарок под елочкой, которая вот стоит, дожидается тебя довольно-таки долго. И это каждый вечер происходит, и они мне сказали, что это был самый лучший подарок, наверное. Именно из-за эмоций, которые они получили, когда вот распаковывали подарок, именно когда они весь день ждали, ой, когда же наступит завтра, я открою следующий подарок. Я же не помню, сколько сделала, где-то штук 10, наверное, если мне память не изменяет. И каждое утро они открывали свои подарочки. 50 идей. Чтобы избавиться от тревожности, начинаем покупать уже сейчас, чтобы не бегать в последние дни за подарками. Надеюсь, я сама не буду так бегать. Всем спасибо за просмотр, всем пока!